Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Bayonetta 2. Как у нас обещают разработчики, у нас градус врагов и всяких замечательных катсцен повысится в дважды, а то и раз в 10. Ну, давай проверим, чем удивят. Так, давай, история. На легком также пробежим ее. Поехали. Что там, снимите бессмертную марионетку на подэкране, чтобы завершить игровой процесс. Какая-то марионетка бессмертная. Я не знаю, что это такое. Игра у нас выходила в 2014 году на Nintendo Wii U, а потом ее портировали на Nintendo Switch. Во вселенной света и тьмы, где восприятие есть реальность. Такими словами начиналась первая часть. О, опять будильника нет. Как обычно, ее Муди крупным планом. Так. Угу. Снова мы деремся и будем читать субтитры одновременно. Спасибо. Легенда об Этире, существующая испокон веков. Никто не знает, как появился мир. Из-за борьбы троицы реальности распалась на 3 мира. Света, тьмы и хаоса. Естественно, наш мир появился из хаоса. Все 3 мира нуждались в правителях, особенно наш. Того, кто правил хаосом, называли Этир. И стрелять на какую кнопку? Вроде та же. Или она не стреляет? Ладно, разберемся. Она седла какого-то здорового робота. Ха, забава. Первую вечность Этир провел, смотря на землю со своей священной горы. Мы лишь видим реальность и подстраиваем ее под наши правила. Этир видел сквозь реальность, и эти видения стали нашим миром. Эти наблюдения стали его силой. Именно очи Этира сотворили мир. Но Этир жалел людей из-за их наивности и отсутствия свободы воли. Посему он разделил свою силу на 2 равные части и доверил их инстинктам человечества. Правое око света и левое око тьмы. Ну, у нас про глаза что-то история какая-то. Правый и левый глаз. Походу, разработчики помешаны на этой штуке. Ля, какой большой. Ща мы его напердолим. После разделения силы очей Этира люди обрели свободу воли. Они могли выбирать. Заполучив очи мира, те, что определяют судьбы, люди смогли выбирать свой путь и открылись их личности. Человек лишь тростник, слабейший в природе, но мы стали мыслящим тростником и сделали первый шаг навстречу великого процветания. Те, кто унаследовал очи Этира, обрели силу созидания. Вот такие враги были, кстати. Только немножко по-другому выглядели. У нее теперь синие пистолеты, и ее подстригли. У нее теперь не такие длинные волосы. Обрили уже. Наверное, проспорила просто. Опять эта башка. Мы же ее убивали. Мудрец света. Какой вздор. Никто мне не сказал, что кто-то из вас уцелел. Давай, наверное, чуть... ладно. Стой, подожди, а может быть... Ладно. Я хотел погромче сделать, но, видимо, не судьба. Ну, по крайней мере, ты молчун.
Последний светлый, кого я встретила, не умолкал минут 20. А, ну это она имеет в виду про босса, финального босса последней игры. Да, он меня задолбал со своими этими речами. Красноречивый мужчина попался, но мы его все равно завалили. А этот мужик вообще, ну он тоже светлый, но он разговаривать не умеет. Вы видели вообще его маску? У него, блин, очко вместо лица. Что? Я думаю, это женщина. Наши дни. О, вот этого мы уже убили, а он живой. Тебе не избежать этой судьбы. Мы с гневом вместе. Так, главное монокль ставить. Все получится. Мое дорогое, милое дитя. Ты наконец держала данное мне обещание. Я вот не помню, что она там обещала. Отбрось страх, ибо я всегда за тобой присматриваю. Очки по карманам разложил. Но правое око света было утеряно навеки вместе с его владельцем. А, ну, он испарился вообще. Последним мудрецом света. Да ничего, новый найдется. Делов-то. Сейчас насобираем. Чего получено наваждение. Ладно. Пролог закончен. Я думаю, нам сюда. Ну давай. Тут синего много в игре, кстати. Да я тоже проходил. Ладно. Это не пропустить. Короче, я не знаю, они меня передвинули. Я думал, то, что это надо самостоятельно как-то перемещаться. Ладно, я сейчас быстренько это дело проскочу и просто сбрасываем заставки. Блять, тут нельзя пропустить. Вторая кто-то, что за ведьма? С кем мы деремся? Кто мне помогает мне биться с ними? Я что-то так и не пойму. Вот, и пистолеты нарисовались, кстати. Теперь я заметил, что она хотя бы стреляет. Пока вроде как по ударам ничего не изменилось. Примерно анимации такие же. По-моему, она помедленнее стрелять начала, если я не ошибаюсь. Ну так. Все равно похоже на Devil May Cry, как ни крути. Блять, вот нельзя вот пропустить. Слушай, ну если почаще будут на мехах давать драться, это забавно. Забавно. Прикольный робот. В первой части так она вообще просто какого-то то дракона, то птицу вызовет, стоит возле него, танцует, а он автоматически мудохает босса. Такое. Мехом ты хоть как-то управляешь. Угу. У него пушки вместо рук. Что там, закончили сегодня? Я вот думал, что это вот это пролог. А тут, оказывается, нет. А, кстати, я только сейчас обратил внимание, мы летим на здоровенном скате.
Ой, я опять этого волосатого вызвал дракона своего. Да, с прыжка ему в рыло нашмаляем. О, теперь, кстати, она хотя бы смотрит, куда стреляет. В первой части она просто бошку поворачивала, как бы и мочила. Все. Он вернулся в опции выбор главы. Вот, наконец-то, давай мы. Да, выбор главы. Я бы немножко времени сэкономил. Так, летопись времен, это вот то, что я играл. А теперь пролог Мир Хаоса. Вот, это меня запутали. С чего начинать-то? Хоть бы главы какие-то подписали. Ну, типа, и пролог есть пролог. А тут летопись времен, что это? К чему? Так. Нью-Йорк? Да по-любому Нью-Йорк. Сега. Nintendo. Но разработчики те же. Юджи Шимамура. Правительство собрало группы исследователей для изучения поступающих о погодных аномалиях и сильных землетрясениях, происходящих в регионе. В данный момент исследователи пытаются найти объяснение этим бедствиям, а взволнованные граждане требуют ответов. Наш специальный репортаж о природных катаклизмах «Необузданная природа» продолжится после рекламы. О, в первой части мужик. Почему у них такие маленькие чупики? Знаешь, что мне нужно? Каблуки. Ты же не против меня кое-куда доставить? Я хожу по магазинам, никого не трогаю, тут ты вылазишь и делаешь меня своим портье. Вот серьезно, Байонет, а ты мне еще раз за машину долг не вернула. Да брось, разве так говорят со старыми друзьями? К тому же ту работенку я для тебя выполнила. Да еще и за бесплатно. Неужели мне нужно всем рассказывать, как ты вцепился мне в ногу, рыдая как школьник? По-моему, ее покрасившей сделали на лицо. Вот поэтому ничего хорошего со мной не происходит. Знаешь, ты просто невыносимо. Если ты еще не был заказан билет в Инферно, ты бы его заслужила за всю эту херню. Одевалась в монашку, чтобы помочить ангелов и рогатых в аду порадовать. Эй, я с тобой разговариваю. Вот дерьмо. Впрочем, если выбирать между этими и вечными муками в круге Инферно, в которые вас, ведьм, отправляют за нарушение контракта, вот ну нахер. Я бы тогда сам крылатых ублюдков мочил целыми днями. Но зачем ты тратишь время на то, чтобы каких-то говнюков на тот свет отправлять? Вот и все. Пошли домой, Энсо. Эй, погоди секунду, я же еще не закончил. Если не найду то, зачем пошел, я буду самым большим бараном в городе. И что же ты такое ищешь, мой милый? Очень смешно. А я уже зарубил себе, что нельзя тебе ничего рассказывать, а потом вот ведь не отделаюсь. О, Жанка! Вот же срань господня. По-любому это Жанна. Здорово, ёпта. Всегда умела эффектно появляться Жанна. Тебя редко видно в городе. Просто хотела кое-что проверить. Тереза, ты ничего странного в последнее время не чувствуешь? А знаешь, я все еще не поняла, как нищий неуклюжий остряк смог перевоплотиться в почти уважаемого семьянина. Да ладно тебе. И что еще за Тереза? Ты такая же сладкая, как виноград моей бабули. Какая-то ведьма с амнезией себя в честь оружия называет. А потом оказывается, что к ней прицепилось девчачье прозвище. Просто обхохочешься, мать вашу. Наши друзья в Парадисо что-то сильно притихли, уверена, ты заметила. И не только они. Ну, просвети меня.
Похоже, наши друзья в преисподней тоже взволнованы. А теперь к более радостным новостям. Сегодня будет проведен ежегодный рождественский парад. Полиция закрыла дороги в ожидании больших толп людей, увлеченных праздничными мероприятиями, главным номером которых будет выступление военного отряда аэробатов «Платиновые звезды». Официальные представители рассказали Второму каналу, что ожидают рекордную посещаемость. Ого, охренеть, платиновые звезды. Какие? Чего? Мне надо быстрее купить подарки Эду с Эдной, а то мне хана. Потом поговорим, буду ждать тебя дома. Не буду захватить барахло для вечеринки. Они что, вместе живут, что ли? Это подозрительно. Какая у нее мерзкая розочка на груди. Да что с вами такое? Я же сказал, что мне нужен самолет. Мне нужен игрушечный самолет. Такой, знаете, с крыльями, по небу еще летает. Нет, не нужны мне ваши сраные ангелы. Ни желтые, ни синие, срать вообще хотел на цвет. Я этих тварей уже натерпелся, понятно? Мне нужен обычный, вашу мать, самолет. Вот, слышите? Вот такой мне нужен. Типа тех, которые летают сейчас. Да, вот такой. Этот самый большой в магазине, да? Красивенько его заверните, хорошо? Это ж подарок, господи. А знаете, к черту красивую ленточку? Просто засуньте его в коробку. В жопу сраную ленту. Шапочка слетела. Истребитель летит по городу. А какое расстояние между крыльями и зданиями? А вдруг он заденет одно? Ну, допустим, не заденет два, но заденет третье здание крылом. Все. До свидания. Ладно. Знаете, я стараюсь с этим не заниматься в праздничных платьях. Напнула истребитель. Так, кто это такие? Третья сфера ангелы, принятие. Короче, их принятие зовут. По крайней мере, эффектно появиться еще умеете. Ну вот, теперь она их видит. Немножечко эротики. Ой, голенькая совсем. Как же без костюма? И на лошади еще. Что? На лошади по истребителю. Самое это. Угу. Ну тут главное, да. Тут дело не в лошади, не в истребителе. Тут главное показать жопу крупным планом. Интересно, кто на пистолеты на ногах, которые, кто на курок жмет? Ну, костюм видоизменился, кстати, немного. Сенсорное управление. Ну да, конечно. Хорошо. Теперь обучение у нас так проходит. На. Красота. А что мне надо? Долго бить?
Ой, да зачем мне это надо вообще? Да, удар ногой. Угу. Все, я понял ваше обучение. Я могу пропустить? Нет, я обязательно должен это сделать. Все. Хоть, ну, 2-3 удара, но ты должен нанести. Ну, в принципе... Да, управление не изменилось никак. Кнопки те же. Не запутаемся, короче говоря. Ну и чудненько. Мне кажется, или она чуть-чуть помедленнее, у нее анимация стала ударов. Как-то в первой части было вроде побыстрее. Так, нимб. Очень редкий духовный металл, содержащий жизненную энергию. Ну, в общем, опять колечки собираем. Не угадал-то, мужик. Так, по-моему, она чуть-чуть побыстрее двигалась в первой. Не знаю. Пистолетик потерял. Вот поэтому я ничего не покупаю на распродажах. А чё пистолеты ты сняла? Вот дура. Вот говорю же, поэтому со мной ничего хорошего не случается. Да блин, машина, заводись уже. Как раз успел принести рождественские рождественской радости. О, шикарно, мать вашу. Роден. Но я не верю в Санту. За язычком следи, Энсо. Не хотел бы, чтобы тебя грохнули за богохульство, пока ты за долг не рассчитался. Поверить, сука, не могу. Причем этот Энсо вообще никак на сюжет особо не... Ну, на сюжет не влияет. Его в первой части показали в начале. Ну, там, несколько минут. И в конце несколько минут. Все. Больше вообще его я не видел. Только эпичный мужик вот этот появляется, который с сигаретой. Мы будем у него всякие вещи покупать. Вот вот срань господня. Нормально. Я думаю, любая машина может ехать по вертикальной стене. Беннетта. Пистолеты. Ну что она сразу с собой их не носила? В первой части, по-моему, они были красного цвета. Теперь синенькие. Ну теперь в принципе в игре много синего. И я верю. И я верю. Я, сука, верю. Красота. А теперь можно поиграться. Темная кульминация. Атакуйте врагов, чтобы заполнить шкалу магии. Затем выпустите накопленную энергию, чтобы использовать великолепные особые атаки. Темная кульминация позволит использовать шквал атак с помощью адского плетения. Ура! Так, давай, да, накопим же все-таки как следует. Магии себе. Magic. Я потом эту энергию использую. Музыка, кстати, брутальнее не стала после первой части. Это Бритни Спирс играет. А вот животное вроде
Как-то более безумно сделали призываемые. Кулаки тоже раскрасили. Ну, в целом, игру графически проработали получше. Вот. Правда, чуть-чуть, по-моему, замедлили боевку. Вот прям на какие-то полсекунды боевочку замедлили. Если если я не ошибаюсь. Ну, красок определенно больше. Раньше у нас в игре что, серое было, красное. Сейчас прям и синего добавили, и всякая фигня. О, пыточная атака. Блин, я столкновение просрал. Что там? Зеленый лавр. Драгоценный камень в виде лавра, содержащий жизненную энергию, мгновенно восстанавливает здоровье. То есть у нас в первой части были чупики, теперь лавр. Венки какие-то собираем, видимо. Вот. И венки можно выбить с врагов. Они теперь с врагов падают. До этого только покупай, по-моему. И все. Но, тем не менее, все равно боевка осталась веселой. Не скучной, так сказать. Мое почтение. Давай, что там? Ага. И добивания не такие долгие анимации. Как-то побыстрее добивания стали. Раньше прям нужно было полностью, знаешь, ролик просмотреть там, как она что-нибудь крутит, залезает на коня, плеткой бьется. О, куда это мы? Почему все это время ни разу ни одно здание не было задето истребителем? Серебро. Ну, потому что урон, наверное, получил. Кто такой? Вторая сфера власти Вера. Да, странное у разработчиков понятие о вере. Боссы пожирнее стали, кстати. Ну, посмотрим еще насчет прокачки, что там. Чё кого. Это Жанка, что ли? Ладно, мы постреляем просто. О, подожди, вот это точно надо лупить, пока он туда воткнутый. Ну давай, кульминация закончим. С окончанием на лицо. Кстати, чем-то мне это напоминает какого-то босса из Contra Hardcore. Тоже за нами бежал. Прям он очень похож на него. Давай. Кульминация. Это еще кто? Ладно. Тут без вопросов лишних. Ты быстро все купила? Забыла икру. Думаешь, они еще не закрылись? Нельзя в Рождество без икры. Значит, надо закончить быстрее. Давай, закончим. Добивания накапливаются, по-моему, чуть быстрее, но просто вот жира каждому боссу добавили. Давай, что там наказать было? Во.
Угу. Ну так же, мини-игра такая. Сейчас мы его в 2 очка напивнаем. Опять темная кульминация. Я еще не могу рассмотреть чудовище, которое вот теперь я управляю. Ну, там тоже, наверное, дракон, только он как-то покрасивее выглядит. До этого просто был комок волос, который напоминал из Южного парка тампоны из волос Чироки. О! Хоть рассмотреть это чудище. Ну, а также мини-игра по гигатоннам, которую, кстати, можно, ну, нужно меньше нажимать на кнопку, чтобы сделать максимальный удар. Давай, золотишко дали. Отлично. Оу май. Что-то не то он съел, по-моему. Теперь Годзилла. Пожиратель богов Гамора. Так. Это, видимо, наш. Или уже не очень. Цереза. Он из нее душу вытряхнул. Упс. Цереза. Жанна. Нет, не может все кончиться вот так. Животное, которым я управлял всю первую часть, превратилось, съев босса, превратилось в Годзиллу и выбило душу из такой же, в принципе, по силе ведьмы, как я. Я просто пытаюсь это все переварить как-то в голове, уложить, я не знаю, но, видимо, не получится. Жанна. Ну сейчас мы будем мудохать дракона, чё. Не люблю питомцев, которые не служат своих хозяев. Вот крылышки выросли. Угу. У этого будет босса несколько фаз. Сейчас пока первую сносим. Давай, темная кульминация. Подожди. А если у меня есть темная кульминация, кого она тогда призывает? Этот же босс из моей темной кульминации как раз и получился. Что за дела? Давай ему в рыло как-нибудь настреляем. Вот прям я хочу ему в пасть залезть. Угу. Я, короче, этим делом еще... Ну, я управляю полетом. Давай, наказать. Угу. Первую фазу я снес и половину второй. Я просто считаю фазы, чтобы чтобы понять, сколько примерно будет фаз у нас последний босс. Прошлый был 5. Он что, полез на Empire Stealth Building? Это типа отсылка на Годзиллу, реально? Подожди, на какую Годзиллу? На этого, на Кинг-Конга. Так, у этого 3 фазы, я понял. То есть идет синяя, зеленая и потом, ну, фиолетовая какая-то. Я понял. Давай, наказать еще. Да, максимальный бонус легче накопить, чем в первой. В первой прям аж палец устает, надо лупить по кнопке. А тут достаточно так, в обычном режиме, скажем так, нажать. И будет как бы норм. Ну давай его темной кульминацией это и добьем. С окончанием на лицо. Камшот, мистер. Давай, добиваем его. Кульминация. Как эпично-то снято и ракурсы, да? Не, ну определенная игра
красочней стало и визуальнее лучше. Прям на порядок. Сколько они? 5 лет. 5 лет готовили вторую часть. Здорово, Илюх. Так, питомец, которым я управлял, что-то сожрал не то. Потом он превратился в Годзиллу, получил по щам и обратно залез в питомца. Ну, вот и волосы, короче. Ладно, окей, я понял. О, и Жанку спасли. Правда, у нее души нету. У нее душа где-то куда-то. Ну, мы ее будем искать всю игру, стопудово. Опять-то чел с этим, с очком вместо маски, да? Мудрец света. Не мести ли ты жаждешь? Я знаю, кто разрушил твой мир. Знаю, кто погубил твою любовь. Кто же? О, помада. Я вижу, у него помада, он сжимает. Это помада байонеты. Такие вещи брать нельзя. Музычка магазинная. Мертвые ведьмы попадают в ад. Так было и так будет. Жанну ждут вечные муки в инферно. Такие дела. Я не просила мне рассказывать то, что я уже знаю, Родин. Особенно не в такой манере. Ты же все прекрасно понимаешь. Не могла же ты просто потерять контроль над призванным демоном Байонетта. Что-то происходит. Баланс сил, поддерживающий порядок, будто пошатнулся, не заметила? Знаете, для трупа она вполне ничего такая штучка. Не очень мне нравилось ее хамство, когда она была живой, но теперь... Не, все равно не нравится. Она не мертва, Энса. Бля, это что, намекает на то, что он некрофил, типа? Но Жанку, кстати, Жанка волосы отрастила, а Байонетту подстригли. Ты умираешь полностью лишь тогда, когда твою душу полностью поглотит другой мир Троицы. Но это лишь вопрос времени, потому что я не знаю способа, как спасти заблудшую душу в аду. Что насчет врат? Настоящих врат в ад. Я не могу не дать тебе через них пройти, но я не думаю, что ты сможешь там выжить. Я попытаюсь сохранить ее тело. Тебе понадобится вот это. Сердце ведьмы тьмы. Подожди, у нее уже есть одно. Магия, которая продлевала жизнь тебе подобным на всю вечность. Она не даст ее телу в этом мире разлагаться. Но тебе нужно соединить это с ее душой, если ты хочешь попытаться ее вернуть. Думаю, у тебя где-то около дня, пока не станет поздно. Короче, нужно найти душу, этот будильник, прилепить на него. Вот и все. Будем сейчас до конца игры вот душу вот этой телки спасать. Та-дам. Энзо, у тебя есть самолет, да? Что? Нет. Нету, не-а. Слушай, я понимаю ситуацию, но ты знаешь, что сегодня за день? Мои детишки мне печенье напекли, они меня дома ждут. И мне еще сегодня Санту играть. Дай настоящему Санте заняться подарками. А теперь пошли. Эй, я сказал, что я верю. Но Эд с Эдной этих двух засранчиков обмануть не выйдет, уж поверь. Эй, пусти меня. И как все это время попадаю в такое дерьмо? Да уж, в дерьмо попал. Надо будет, кстати, поинтересоваться, сколько глав вообще в игре.
Так, глава первая, да. То есть они меня автоматически переносят на следующую главу. Окей, я понял. Побольше, наверное, надо будет бабла накопить, и потом это какое. Мы зайдем в магаз и по полной затаримся. Священная гора Фимбульвинтер. Там должна быть точка соприкосновения между Инферно и Парадисо. Говорят, что проход в Инферно, врата в ад, находится где-то на этой горе. Но неизвестно, где именно. Никто даже не знает, правда ли это вообще. Единственная причина, почему этой горе Переростку поклоняются словно богу. Но это потому, что к ней никто даже близко подобраться не смог. Как будто она сама никого себе не пускает. Скалолазы либо застревают на ней, либо еще хуже. И даже не пытайтесь подлететь к ней на самолете, а не то бабах. Но, по крайней мере, твоей душонке не придется долго тащиться на тот свет, верно? Я буду ждать тебя в Науте, у подножья горы. Просто быстрее сделай там свои дела и возвращайся, ладно? И отель оплачивается за твой счет, а и номер будет с мини-баром. Мне же чем-то надо заняться, пока я тебя жду, не забыла? Обожайте маленькие бокальчики. Ну, кстати, завязка во второй части более понятна, чем в первой. Тут как-то четенько, вот, чик-чик-чик. Там более размыто было. Хотя они сейчас по-любому наворотят отдел, по-любому запутаешься вообще. Поверить не могу, Энсо. Я не знала, что во время полета обслуживают только толстых итальяшек. Аренда самолета денег стоит, знаешь ли. К слову, ты теперь должна Алексу Малому за резервацию. Почему она вечно сверху самолета не летит? Ну, почему она не садится в сиденья для самолетов? В кабину пилота к пилоту не садится. Почему она вечно на самолетах летает? То на истребителе сейчас только что верхом сидела, сейчас вот на кукурузник залезла. Что не так? Может, у нее геморрой? Воу, дерьмо. Байонетка вторая. Тарантан. Вот он. Это Фимбульвинтер. Так, смотрю, вполне ничего выглядит. Но чтобы к ней близко подбираться, это надо смерти желать, я так думаю. У меня аж мурашки по коже. Какого черта? Откуда эти облака взялись? О, же срань господня. Да, я тоже думаю, что это не облака. Ну, это какой-то летающий левиафан. Прости, Энсо, здесь моя остановка. Передавай от меня привет жене и детишкам. Чё? Постой. Ты смеешься? Я же не умею управлять этой жестянкой. Он же только что сидел в кабине пилота. Кто управлял самолетом? Бля. Уже начинает мозг чесаться. Сколько? 40 минут. Да. Вот же говорю, ничего хорошего со мной не случится. Это белка? Ну, естественно, очко байонеты крупного плана. Дело не в белке. Жанна, я иду. Просто посиди там тихо еще немного. Пантеру сразу дали. Стоять, Зорька. Можно ли? Да, можно и по воде бегать. Нам просто вперед, скорее всего. Тут, я думаю, будут какие-то статуи или еще что-то такое. Ну, так же, как и мы через жопу дверь открывали в первой части. Разбитое сердце ведьмы, осколок сердца ведьмы. Заведите 4 осколка, чтобы увеличить шкалу здоровья. Тут теперь и так, да, можно делать.
ППшечку себе прокачивать, я понял. Но таких вещей много не дадут. Это мы в другом измерении? Ладно. Не зря эта белка как бы носит ожерелье с браслетами. Я думаю, это человек заколдованный. Фрагменты воспоминаний. Фрагмент воспоминаний, каким-то образом вырвавшийся из блокнота, в который был записан. Ладно. Ну тут опять вот эти вот записочки будут. Похер, да вообще. Вот еще то же самое. Теперь на сброс вот этих записок меньше времени уходит. Что-то дали, но я тут же сбросил это дело. Не принципиально. В принципе, описание каждого предмета есть еще в меню. Ну давай, темные кульминации тебе. Бля. Так, корень мандрагоры, та-да-дан. Балхимии бесполезен, ну понятно. Из него можно делать будет этот, как он. Из него можно будет делать лечилки. Давай вот так вот звук сделаем. Не добил мужика. Что там? Запеченный геккон. Ингредиент в алхимии. Хорошо. Ну, то же самое. Мы сейчас будем ингредиенты набивать, чтобы потом что-то себе сделать еще. Скрафтить. Кстати, вот в Devil May Cry нельзя было ничего крафтить вообще. Оп. Оп. Ага. Подпрыгивает она только один раз. Также в воздухе. О, второе сердце. Что-то они прям не жадничают пока что на сердца. Интересно, а как сильно можно полоску прокачать? Я думаю, там секретка еще какая-то. А мне, в принципе, туда и надо. Да-да-да. Бля, или наверх. Ладно, давай сначала вниз, вон там посмотрим, что там есть такого. Что это такое? Муспельхейм. Что это такое? По-моему, Муспельхейм. Так. Добро пожаловать в Муспельхейм, страну происхождения и место сбора истинных воинов. Здесь вы можете проверить свои навыки в различных сложных сражениях. Выполняйте условия победы в каждой битве, чтобы получить редкие награды. Ну, в принципе, как у нас в Devil May Cry было, короче говоря, ты просто проходишь испытания на время, там еще что-то. Можешь повторять, типа, сколько хочешь. Давай просто одну пройдем. Вот одну. Потом не вижу смысла заморачиваться. Используйте ведьмин час. Выносите урон только во время ведьминого часа. Хорошо. Давай, кто там меня будет бить? Вот такое своеобразное обучение парированию. Так, давайте, бейте меня. Бля. Давай еще раз. Ну. Задолбал отходить. Ударять-то будешь, не?
Ну, вот так вот. Стой. Кстати, количество здоровья у нас тоже ограничено. Блять, рано. Ну. Так, и что за это дадут? Камень какой-то. Это такое разбитая лунная жемчужина. Осколок лунной жемчужины. Соберите 2 осколка, чтобы увеличить шкалу магии. В принципе, это не только за испытания. Это и так, наверное, будут давать. Не обязательно, думаю. Это все, ну... Это просто испытание. Это для тех, кто хочет пофаниться и побольше времени в игре провести. Позаморачиваться, испытания это типа проходить. Они же там будут разные. Там на время и так далее. Так что... Некоторые будут практически непроходимы. Классика, короче. Так, это... Все, я бы отсюда поднялся. Вот туда надо. Я сундучок хочу. Ну так, оп. Это что? Ну, понятно. Хилки. Кстати, они тут, да, в панели быстрого доступа. Что он делает? Ага, выпендривается, короче, на кнопку вниз. Понял. Давай-ка вот так. Эй. Где пантера моя? Так, пантера почему-то не запускалась. Все, мне куда-то туда. Санти мало платят за всю эту херню. Когда Эд и Эдна узнали, что их папочка не вернется, они заставили меня остаться на ужин. Не притворяйся недовольным. Я слышала, что жена Энса готовит чудную запеканку. Признаю, она была чертовски вкусной. Короче, рассказывай, как там мои детки. Они хорошо себя ведут и нашли себе много друзей. Они про пистолеты разговаривают, если что. Я так и думал. В свое время у меня между Наутом и и вратами ада были глубокие связь. Я не удивлюсь, если они нашли друзей, которые любят играть пожестче, чем другие. В общем, если тебе что нужно, просто приноси мне эти нимбы. И помни, я не буду лезть в твои дела. Мое дело делать вещи для чужих дел. Так что не ной по мне. Ой, ладно, все. Короче. Ты привыкла делать все в одиночку. Здесь я, чтобы тебе помочь. Смотри, только мне пулю в жопу не всади. Ну, мужик, он этим роликом нам напомнил то, что у нас есть магазины, мы можем там отовариваться. На колечки. Бочки тоже разбивать можно. Какая-то информация. Оп. Так, сиреневая бабочка. Драгоценный камень в виде бабочки. Восстанавливает шкалу магии. Ну, это тоже типа чупиков. Мне назад надо. Что случилось? Блять, то в воду, то под водой. Вы уж определитесь. Почему под водой пантера не работает? Кстати, да, типичная хрень уже. Каждые 5 минут у тебя будет ломаться мост под тобой. Как ни крути. Чё, куда мне? Туда, наверное. Ну да. Ну давай, и дверь с ноги. Чик. Я думаю, то, что надо будет под воду лезть часто. Чё наутом? Наут. Перед каскадами называется голова. Мне, наверное, в центр, хотя...
Тут чуть-чуть попросторнее локации стали. Туда же можно. А нет, тупик. Все. Беру слова назад. Локации коридор. Тут у нас испытание. Спасибо, не надо. Да и там, наверное, ничего нету. Всё, наверх пошли. И нам в центр этой, как его, комнаты. Что они часто меня под воду запихивают. Зачем? Это новый персонаж. Но... Ожерелье белочье. Это белка. Чего эти твари никак не отстанут? Что я им вообще сделал? Ага, это мужчина. Спасибо и на том. Это хип-хопер. У нее штаны как у Аладдина. Да, это определенно белка, короче. Дело в том, что у нас в первой части был Лука, ну, вот этот вот журналист. Теперь будет у нас вот этот белка, хип-хопер, короче. Вот говно. Я так никогда до фильм Бультерьера не доберусь хотя бы. Думал, дорога будет скучной. Ну и название они придумали этого города, точнее горы. Ты меня видишь? Тут неплохое представление устроил маленький волшебник. Вот, тебе понравилось? Да подожди, сейчас будет гвоздь программы. Он тоже бессмертный. Глупая девчонка. Тебе нужно стараться сильнее, чтобы заработать на чай, дорогой. Ты кто вообще такая? Я всего лишь невинная девочка, потерявшаяся в стране чудес, которую несправедливо преследуют солдаты злой королевы. Милаха, значит? Хватит приколов, как ты можешь меня видеть? Это потому что мы оба в Пургатарио, дорогой. Пургарио какой-то. Город, короче. Пургаторио. Пургаторио. Да, запомнить бы. Итак, ты идешь на Фимбульвинтер за покупками. Может, она мне сказала не говорить с незнакомцами? Не мешайся, иначе я сделаю так, что вмешаться больше не сможешь. Напугал. Голову спалить, да? Что у него карты странные. Черт возьми. Она ему карту прострелила. Я понял. Должно быть, они меня увидели. Ну, как обычно, крылатые мужики. Сейчас всем дрозда дадут. Кто это? Панигирик. Понятно. Давай сразу с темной магией. Просто всех в кашу. Угу. Ну, анимации такие же остались, кстати. Ну, прикольные. Но быстрее проигрываются немножко. То есть немножко, правда, странно. Они чуть-чуть вообще на какие-то миллисекунды замедлили боевку, но анимации сделали быстрее. Ладно.
Жесть, просто все взрывается. Бам-бам, треть, что происходит? Да, наверное, полную шкалу, да, наколотим, посмотрим, что там будет. Что-то у меня шарики вот с этой магией то больше, ой, маленькие были, потом в один большой превратились. Чё к чему? Это как-то накапливается, что ли? Так, что там? Золотая пластинка с записанными на нее голосами ангелов, на ней нарисован какой-то силуэт. Ясно, я понял. Также с пластинки собираем с мини-боссов по главам. Ну и оружие заодно. Да, книжечку сюда. Оп. Все, мне сюда. Стой, надо это смотреть. Так. Подобно эффектам Луны, я чувствую, как моя магическая сила увеличивается по мере приближения к объекту. Возможно, смогу управлять гравитацией даже днем. Угу. До этого она бегала при свете Луны, но теперь, короче, она будет бегать и днем. Ты не только ночью светишься, но и днем. Да, теперь опять начинается беготня по потолкам, по стенам. Под разными плоскостями. Кто такой? Я чувствую силу воспоминания времени. Куда сбежал мальчишка? Если ищешь мальчонку, он побежал вон туда. У него меч — это лицо, то есть голова его в мече. Угу. Знаменитая ведьма. Твое присутствие — великое благословение. Посему очи мира сойдутся вместе. Он не умер. О, я отвлекся. Тебе не сбежать от нас. Это у нас доблесть. Херувим. То есть вот так вот у нас доблесть выглядит. К сожалению, не смогу танцевать долго. Меня друг ждет. Это вот так вот в понимании разработчиков выглядит доблесть. Да, боссов они чуть жирнее сделали. Точно, у меня шпалка еще есть. О. Я голову выбил. Тихо, тут ее прям на земле надо выпить. У меня есть 2 заполненных шара. Давай попробуем. И еще раз можно это сделать. Интересно, сколько маленьких шариков тогда можно насобирать в итоге? Эротика. Другого какого-то персонажа она призывает теперь. Я такую не видел еще. Какую-то ведьму. Адьос, амиго. Чистая платина. Вау. Что это за ворона? Я думаю, ее надо было стрелять. Это еще одно испытание, кстати. Ну, сундучок по-любому надо будет расколотить. Хилка, да, большой. Большой леденец. Интересно, я могу с слотами... Ай, тихо, блин, там сундучок был. Где он? Вот, туда надо. Почти. О, я долетел. Вау. Еще одна.
Оба осколка соединились в единую лунную жемчужину. Да, ну следующий ряд маленьких шариков собираем. Ну, не знаю, как часто ее будут давать. Просто будем собирать, что собирается. Снова головы с крыльями какие-то. Он часто такое встречается прям. Что это такое? Это третья сфера, ангелы. Престижи. Ладно, не важно. Да, что-то меня без одежды оставили на какое-то время. Так и простудиться недолго. По-моему, там кто-то плакал, да? Значит, и тебя они тоже ищут. Плохо себя вел? Что-то скрывал от мамочки? Нет, не знаю, о чем ты, дорогуша, прости. Но поскольку это ты тут насвинячила, может, поторопишься освободить меня? Так, следи, не разговаривать. Неудивительно, что твои ангелы-хранители пытаются тебя отшлепать. Как скажешь, дорогуша. Ты и так идешь за мной по пятам. Так что спасаешь меня, я тебе тут все показываю. Ты же не направляешься на гору? Я тоже туда путь держу. Можем друг другу помочь, а, дорогуша? Ты тоже прогулял школу, когда там учили основам дипломатии? Переговоры ведут с позиции силы, малыш. Они полагаются на один и тот же трюк. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я не могу понять, это джаз какой-то играет. Так насчет трюков. Понимаешь, тебе нужна моя сила, чтобы... Эй! Ну можно и так, я думаю. У меня нет времени заботиться о том, кто ты такой и на кой тебе гора. Отведи меня туда и побыстрее. Будешь держаться со мной, я обещаю, что ты уцелеешь. Понял? Погоди, постой. Прежде чем я туда тебя отведу, дорогуша, тебе нужно принять одно условие. Мне снова тебе урок припомнить. Во-первых, научись говорить с дамами. Нам не очень-то нравится хамство, малыш. Ну ладно, а мне не очень-то нравится твое малыш. Меня зовут Локи. А как тебе меня звать, дорогая? В смысле, вас, мэм? Я, по-твоему, на старуху похожа? Байонета или Сереза? Выбирай. Сереза? Как по мне, на Серезу ты точно не похожа. Что, значит Байонета. Идем, малыш. Эй, я же сказал, меня зовут... Заслужишь называться по имени, когда станешь кем-то там. Полезным, видимо. Ага. Мы теперь вдвоем бегаем. Окей. А почему так? Ну, наверняка будут миссии сопровождения, допустим. Похоже, это отражение места упокоения ведьм, которое существовало в прошлом. Мне нужно собрать все осколки, пока это воспоминание времени не исчезло. И... Хрена себе заданица. А как их собирать-то? Ну вот есть типа двойной прыжок. Бля, где еще пятая-то? Вот он. Тихо, 13 секунд. Все, я понял. Ну и сундук. Объединившись в осколки, восстановили место упокоения в его первозданном виде. Сердце третье. Какие-то рецепты. Используйте рецепты для создания предметов. Выберите ведьминые рецепты. Ну ладно. Это все. Это все семечки.
Там будут обучать этому крафту хилок, магии, еще что-то там. Не важно. Пока не к спеху, пока пользоваться этим не обязательно и нечего туда лезть. Бегаем, сундуки собираем. Леденец желтой луны. Кстати, вот они были в первой части, но я не обращал внимания, что это такое. Создают временный непробиваемый щит. Я понял. Тум-тум-тум-тум. Кстати, до этого у нас враги были преимущественно, ну, вот, в белый цвет окрашены. Ну, что-то белое, что-то с крыльями, как правило. Это вот, наверное, процентов 80 мобов. Тут они более в золотой окрашены. Преимущественно золотой цвет, короче. Или мне правда показалось то, что этот какого, то, что у нас боевка чуть-чуть замедленная вроде. Вроде шустренько сейчас, уже пошустрее, по крайней мере. Не знаю. Ну и все, и добиваемся. Остался кто живой-то? О, точно. Как же без мини-босса-то? Вторая сфера силы, учтивость это. Давай. А пацаненок хоп, шарик залез и все, и кастует себе защиту. Падла какая, даже не помогает. Я тут, значит, раздеваюсь на поле боя даже. А он вообще никак. Давай, кульминациями его доколотим. Ну, боссов определенно жира больше добавилось. Скорее всего, кстати, у нас будет еще и глав побольше. В прошлой было 16 плюс эпилог. Тут, наверное, будет глав, наверное, 20. Мне так кажется. Хотя, может и так же. Вот я знаю то, что, допустим, в серии Devil May Cry в основном количество глав одинаковое было. Что-то мы там с него выбили. Давай возьмем это оружие. Где? Да, я понял, да, серебро, награда. Это что такое? Угу. Мы взяли руки молоты его. Тут можно еще какую-то арфу взять, ну да ладно. Ну, нам сюда. Бац. Чик-чик-чик. Так, там, ладно, там магазин, короче. Что-то опять себя геймпад немножко странно ведет. Нам к пацану бежать. Чуть управление левого стика немного не слушается. Ну, сейчас вроде нормально. Я же говорю, тут каждый, ну, не 5 минут теперь. Ну, какое-то определенное время у тебя периодически будет рушиться под тобой мост. Самодержец, хватит убегать, следуй за мной, вещи ожидает тебя. Ну да, просто потому что ты попросил большой, мрачный и уродливый. Все предельно логично.
Воу. Зачем ты вмешиваешься, ведьма тьмы? Это не твой бой, но он может стать твоей погибелью. Это на парировании надо, да? Подожди. Может, я что-то не так делаю? Ну, не очень понятно, но вроде урон какой-то наношу. Угу. По рукам тоже можно бить. Также у него будет 3 фазы. Ой, я, кстати, своего питомца оседлал. Так, тут то же самое. Мы с ним бьемся только на этом. На куске дома. По-моему, тут удобнее чаще стрелять, да? А чё она не стреляет? А, потому что у меня еще оружие это не закончилось. Его надо израсходовать. Ладно. Как-нибудь. Когда бьем. Но вторая часть мне нравится, кстати, больше. Определенно. Не знаю, кстати, ему и она куча не очень положительных оценок получила. Ну, скажем так, она считается провальной вообще. Возможно, тоже из-за самой консоли. Она же эксклюзивом долгое время была на Nintendo Wii U. Чё, добил его, не? Все, давай, кульминация. Окончанием на лицо. Гигатонны. Добили его волосами своими. Что мне серебро-то дает? Много серебра сыпется. Пацана чуть не потерял. Ты чего творишь? А ну пусти. Итак, малыш, что это там за самодержец такой? Без понятия, дорогуша. Не знаю, на лицо, это девушка. Вот вообще буду не удивлен, если это типа пацан, который, девчонка, которая переоделась в пацана. Мулан, короче говоря. Ай. Ну, неважно, если твое самодержество будет не мешать, уговору конец. Если нам и дальше будут встречаться твои друзья, тебе стоит научиться за себя постоять. Я и сам по себе справлюсь, поняла? Твои трюки обычно работать не будут, малыш. И он превратился в белку. Она превратилась в пантеру. Еще трюки, маленький волшебник. Может быть, ты способнее, чем я ожидал. Но пока что посиди здесь и не ерзай. Она его положила между сисек. Смотри, вот кого ты искал, верно? Да, никогда этого лица не забуду. Трунь. Кстати, эпизодов в главе больше стало на порядок. Так, что, да, далее. Какие-то книжечки, записочки, ладно. Открыт прямой переход
из выбора главы в магазин Родена. Обязательно воспользуйтесь им в своем путешествии. Ну, как и было в первой части, прежде чем начать главу, ты можешь просто это как выбрать магазин и там докупиться сначала, а потом уже дальше. Так, ладно, давай мы сейчас перерыв сделаем. И потом продолжим. Сейчас я подойду. 2 минуты. Все, поехали. Магазин, ну да. Потом в магазин зайдем. Во второй половине игры где-нибудь. Хочу так вот подойти туда. Чтобы задариться уже по полной программе. Да ладно. Опять этот хмырь. Итак, наши судьбы и пути снова пересеклись. Очки девочки до сих пор с собой. Они мужать должны вообще, по идее. Что это такое? Вау! Бинго! Откуда у него паутина? Он что, блядь, Человек-паук? Та-дам, она в астрале. Вау! Шапку потерял. Да, наверное, очки разбил до кучи. Нет, очки целы. Они бронебойные. Флёр де Лорен. Сделанный из нерины. Также известно как алмазная лилия вроде бы. Он назван в честь нерит или морских нимф. Подходящий выбор для этого города. Лука? Может, хватит меня так называть? Я тебе не питомец, не котенок или... А, постой, ты сказала Лука? Не привык еще. Как твои дела, Байонетта? Где бы я ни была, ты всегда сумеешь эффектно появиться. Хорошие очки. А, эти? Урода на слабость к японскому саке ниндзю. Если было легко уговорить их сделать. И не надо все извращать, Байонетта, я тебя не преследую. Не на этот раз, по крайней мере.
Слушай, я знаю, у тебя все сплошные секреты. Черт, да у любой женщины все так, верно? Если моя профессия меня чему и научила, так это тому, что я найду тебя. Найду о чем писать. Ты о чем вообще сейчас говоришь? Вот не надо притворяться. Всю эту историю ты знаешь лучше всех. Ведьмы тьмы и мудрецы света — два клана, 500 лет назад владевшие невероятной силой. Кланы наблюдателя, смотревшие за нами с помощью очей мира, позволявших управлять светом и тьмой. Но теперь я знаю, что наблюдатель правда существовал. И этот наблюдатель был тем, кто создал для человечества очи мира. Те самые, которыми те кланы так дорожили. Наблюдатель был истинным творцом, тем самым богом мира людей. Богом хаоса. Богом хаоса? Согласно моим исследованиям, этот бог жил прямо здесь, в Ноауте. Ноатуне. Поэтому в этом месте есть порталы в каждый слой троицы. Ла Порта дель Парадисо, дверь в рай, и Ла Порта дель Инферно, истинные врата в ад. Слушай, я все знаю о Жанне. Что за... Некоторым белочкам везет на орехи. То у нас счастливчик, да? Не думал, что тебе нравятся животные Байонетта. Что-то сказать. Мне приглянулся один местный житель. Так это твой маленький гид, да? Слушай, я знаю, что сейчас не время болтать. Позволь мне что-нибудь узнать, чтобы помочь тебе. Только не суй свой нос куда не следует, Чешир. Не волнуйся за мой нос. Я неприятности чую сразу, как увижу. Главное, ты себя береги. Угу, вот он как перемещается. У него крюк-кошка, как у Бэтмена. Замечательно. Куда бежим? Не сюда. Испытание. Да, наверное, по прямой. Вон там книжка есть. Что это за чучело? Третья сфера — архангелы. Восторг. Какая-то странная дичь. Если не ошибаюсь, меня потихонечку подхиливают, да? Врагов у нас здоровье валится. Угу. Некоторые из них станет. Все, он еще и перемещается. Гаденыш какой. Дям. Угу. Дям. Все равно, я думаю, этой игре не хватает какой-нибудь жесткой музыки. Стой. Ингредиентик. Так, мне, наверное, на причал нужно, да? Да, вон к пацану. Я думаю, это не пацан все-таки. Это девочка. По крайней мере, в первой части все враги, ну, точнее, все персонажи, с которыми встречается Байонетта мужского пола, они все мудаки, кроме продавца магазина. Что это такое? Будущее.
Угу. Бежим туда. Причем быстренько. Где-то такому научился, малыш. Я не видела, чтобы ведьма или мудрец, раз уж так на то пошло, мог творить подобное. Да брось, думаешь, я просто расскажу тебе все мои секреты, даже не зная, на чьей ты стороне? Кажется, я смогу управлять воспоминанием времени. Здесь она играет важную роль. Кажется? То есть... Нет, мне больше нечего сказать, дорогуша. Воспоминания. Времени. Ну, это будильник Жанки. На что это ты там смотришь? Ладно, пошли. Меня ждет вечеринка, и я не собираюсь на нее опаздывать. Ага, и он самостоятельно ко мне залез между сисек. Комната для молитв. Да, что-то я думал, давненько врагов не было. И добивания, по-моему, одни и те же пока что. Других не видел. Ну, окошки для парирования пока очень огромные. Новое добивание. Блин, почему они все такие садома за уклоном? Давай молоточек возьмем. По возможности, конечно. Так. Если бы тебя не стало, все было бы... Че он там намудил? Так, магазин есть, но мы туда не пойдем. Куда? Куда? Вот пацан у нас делает лесенки. Хорошо. И нам вот сюда. Бля, я думал разогнаться как следует. Пробежимся с ветерком. Нет. Ок. Дальше пошли. Кстати, оружие дольше кончается. 5 ты. Давали уж сразу бы этого урода. То надо пробежать было 2 шага, чтобы опять он вылез. Давай, добиваем его. Наказать. Все, он еще не помер. Это не особо его наказала как-то. Давай, кульминацией добьем. Та-дам! Жаба. Что-то не особо я
рассмотрел, как она его съела. А. Подожди, а может быть поменять молоток? Да, поменяем. Так, тут у нас испытание. А где пацан-то? Надеюсь, я правильно иду. Или я оттуда пришел? Что-то я запутался. Куда надо? О, думаю, что я правильно пошел. Иногда это все странно. Тебя путают, куда идти. Что, карты стихов. По мере нахождения прохождения сюжетного режима вы будете получать специальные карты, называемые картами стихов. Каждая карта стихов, которую вы найдете, позволит вам пройти новый этап командной кульминации. Чем больше карт стихов вы соберете, тем больше этапов сможете сыграть. Но это для кооператива вообще сделано. Окей. Может быть, в принципе, есть резон в магазин зайти, чтобы, ну, из-за разных выполненных трюков больше бонусов давали. Нельзя просто так полезть на гору. Нам, дорогуша, придется быть изобретательнее, если мы хотим туда попасть. Посмотрим туда. Это собор каскадов. Раньше в нем проводили ритуалы поклонения горе. Внутри есть устройство, которое может создать мост на небеса. Так мы и пройдем полпути на гору. Пимбульвинтер какой-то. Экспресс-пропуск, верно? Смотри, у нас тут наконец хорошая идея, малыш. Пока ты еще сможешь что-то вспомнить, не знаешь случайно, где там проход в Инферно? Инферно? Видимо, ты вляпалась в какое-то дерьмо, раз по своей воле туда лезешь. Скажем так, дорогуша, как доберемся до горы, у тебя будет выбор идти наверх или вниз. Гора не даст просто взять, стоять и стоять на месте. В какую сторону пойдешь ты? Я? В чем дело, малыш? Испугался дня грядущего? Замолчи. Просто доставь меня на гору. Малыш, не подходи ко мне. Что происходит? Ну, его, видимо, очень сильно глючит. Опять босс. Очарование. Опять какая-то сфера там, Серафим. Надоедливое дитя. Лофт требует твоего присутствия. Если, конечно, ты переживешь путь туда. Серфинг. Только уворачиваться неудобно. Угу, это босс. Мы еще и в него постреливать должны одновременно. Бля, но он долго будет сноситься, я скажу. А мы выше можем вообще забраться? Что я у него снес вообще практически ничего. Упс. Давай чуть выше. Оп. Вот. Теперь он дает себя ударить. Или нет? Ну тут скорее я больше урона получаю, чем он. Хотя.
Не знаю, пока я еще не определился, как его бить. Так, а стенки мы вообще разрушать не можем. Это еще что? Это возможность его полупить, да? Ладно, я понял. Экшен, экшен, экшен. Что происходит? Кого убьем вообще? Эй, я же увернулся. Бля, ну вообще не достать его. А идешь-то. Плохо, что непонятно, в какой момент его ударить-то вообще. Поэтому я на шару просто стреляю. Как попал. У тебя есть какая-то секунда просто, чтобы его ударить. Слушай, а можешь парировать его? Ай, ладно. А, не видно ничего. Видимо, этот момент просто надо было пережить. Теперь у нас типа скорл шутера. Ну вот они прям любят. А где у него шкала здоровья? Они теперь прям любят этот как... Бои в воздухе прям. Ладно, просто бьем его. Или тут их два. Не знаю, здоровья нет. Мне непонятно, сколько тут этих боссов. Если это боссы вообще. Если проходит сохранение, то вроде делаю все правильно. Давай, атакуй. Во. Появилась шкала здоровья. На том спасибо. Надо же, я его спарировал. Он ни разу не попал. Повезло, повезло. Что, как-то мясо вообще. Просто, блин, зачем, вот я всегда не могу понять, зачем делать огромных боссов, если ты не можешь его полностью показать часть времени, ну как бы, он слишком огромный в сравнении с персонажем. Да, это смотрится эпично, но когда ты видишь один только зуб со всего босса, такое себе. Давай, да. Осталось полторы фазы. Кстати, лечилки выпали.
Вот на третий раз его спарировал. Да. Жира у него хватает. Оп, не прошло парирование. Теперь норм. Давай ты уже дохни. Кульминация. Тан-тан-тан-тан. Сколько драконов со мной летело, что-то я не пойму. Какие умело замазывают промежность. Давай, давай, давай. Чик. Бронза. Похер вообще. Ведьма тьмы. Нет, наблюдатель тьмы. И ты защищаешь самодержца. Ему никогда не дадут добраться до горы. Будем пробиваться. Не помню, что просил разрешения. И насчет пункта назначения я ошиблась. Едем вниз. А потом резко наверх, да, дай-ка угадаю. Сначала нужно ад зачистить, а потом рай. Холера. Мальчишка. Совсем забыла. Рон-тон-тон-тон. Что-то все летают куда-то в какие-то разные стороны. Что происходит вообще? Все летит, взрывается, ломается. И они пытаются в это время еще разговаривать. Очень похоже на Байонет. Первую часть. Сейчас надо будет все-таки в магаз зайти. Я попробую купить какие-нибудь эти атаки. Кстати, слава богу, что избавились они от этой механики, то что надо каждую главу пострелять по уткам. Давай, магазин. Может быть, больше будут очков накидывать за бонусы. Ну, типа разнообразие ударов. Так, этот трёп мы точно пропустим. Да-да-да. Тут даже два ролика. Ракшаса. Угу. Только самый классный товар. Ладно. Сокровище Родена Ракшаса уже в продаже. Ну это меч. Давай приемы сначала. И берем все, короче. Все. Подожди. Здесь хватает еще. Ну все. Предметы. Просто на всякий, кстати, это тоже можно отдельно покупать. Просто закупим все на всякий случай. Это не очень обязательно, но... А вдруг? Хилки должны быть. На всякий. Так, 4 глава, давай. Встреча. Поехали. Так, опять все куда-то летят. А? Что? Вот дерьмо. Опять Лука в рыло получил белкой. Что это был за нахер? Так, а ты еще кто-то, кто такой? Эй, ты не тот извращенец, который все время в Байонете на сиськи пялится. Тебе надо научиться говорить с дамами. Эй, я не...
Постой, откуда ты? Не сейчас, дружище. Где гора? Где Фимбульвинтер? Я тороплюсь. Эй, парниша. Что это такое было? Ну и дети пошли. Блин, они что, не могли попроще гору назвать? Попробуй сейчас все время выговаривать. Фимбульвинтер. Ну, с этим мы будем мужиком в конце драться. Думаю, да. Вот тебе и кошачье приземление на лапы. Чешир. Типа она его не видела. Улицы города. Ну так же, наверное, как и в первой части. Сейчас мы начнем бегать под разными плоскостями. Преданность. Замечательно. Преданность у нас неплохо сносит. Напинаем преданности в очко. Только по пластинке дали. Ну вот. Я думал, она дверь откроет, она просто здание сломала. Стой, я назад хочу, там сундук. Ага. Сосалка очередная. Да, выходит луна, и мы можем бегать под... ну, по стенкам, короче, под разными углами. Кстати, первый товарищ, который появился у нас со щитом. Надо будет смотреть, как его убить вообще. Может, время замораживать лучше. Давай, пыточную атаку. А где остальные-то добивания? Или вот она кентавров только так добивает? Если будет только такие добивания, то будет печально. Первая часть была куда разнообразнее. Давай ништячки пособираем. Ну, тут секретка, короче. Ой, ладно, побежали в дверь, короче. Мне кажется, это какие-то новые удары появились и все такое.
Не, вроде все-таки разнообразие в приемах небольшое добавилось. Ну, за этого или серебро, или бронзу дадут. Как-то я его долго бью. Это вроде тигр. Отгрыз ему все. Да, серебро. Потому что урон получаешь. Я ничего там не оставил. Варежки его, ладно. Снова те же самые улочки, как в первой части. Могли бы город какой-нибудь другой хотя бы нарисовать. Времени мало, мне нужно попасть на гору, короче. Для чего? Зачем мне туда? Что на этой горе? Мой голова будто сейчас лопнет. Я должен попасть на эту гору. Черт. Это еще что? Злодей, что? Что же еще? Неплохая маска, приятель. Ты к ведьме на вечеринку? Не лучший костюмчик, что я видел, но она вроде не брезгливая. Просто не мешай мне. Где она? Как ты, правда, к ней на вечеринку? Она, смотрю, популярна. Прости, приятель, но я ни хрена не знаю. 100 лет ее уже не видел. Да если бы знала, у нас не особые отношения. Значит, все будет гораздо проще. Черт. На Гамбита похож из Людей Икс, кстати. Палки только не хватает. Тоже картами кидался. Посмотрели мы заставку. Улицы с первой части. А дальше? Вперед, туда, наверное. Давай ускоримся. Коль дела такие. Их бить было, что ли, не обязательно. Ладно. Подумаешь, пачку врагов пропустил. Так замедленно ее волосы показали. Мне это о чем-то должно было рассказать. Это ты. Разве взрослым положено детишек обижать? Я тебе не ребенок. Маска. Да, я угадаю. Это один из твоих помощников, малыш. Без понятия, дорогуша, прости. Может, это мне что-то рассказать хочешь, дорогуша? Не люблю встревать в домашние споры. Поверь мне, малыш, он не в моем вкусе. Сейчас будет первая драка с этим, да? Таких драк будет несколько. Вот прям гадалки не ходи. Чик. Ну и ну. Ты мудрец света? Светлый в маске. Окей.
Этот, кстати, уже не очень на Вергилия похож, но похож на из 4-й части Devil May Cry, там какой-то тоже жрец был. Кстати, да, в принципе, эта игра больше похожа на 4-ю часть DMC. Такое ощущение прям, разработчики вдохновлялись. Опять этот дракон. Все во всех превращаются. А, мы будем драться на их фоне. Эпично, эпично. Ну, определенно, жира больше. Жанку к тому времени, первый раз, когда мы с ней встретились, я уже вынес в первой части. У него прям много-много жира. Кто кого-то. А по-любому наши победили. Теперь мы в воздухе с ним деремся. Да, преимущественно будем драться тут в воздухе. Скорее всего, тут прям на это упор поставлен все игры практически. Ну, ладно. Какая разница, в воздухе или на земле? Ну, давай там, где ты там со своей ультой? Я так и не понял, как он атакует. Ну все, последняя фаза осталась. Вообще ничего не понятно. Он атакует как-то с разных сторон. Тебе чё надо, мужик? А где он? Ага, вижу. Я его не добил. Сейчас он улетит куда-нибудь, по-любому. Скажет, ну извините. Ай. Теперь наши эти призывные эти чудовища дерутся. Да, жесть, конечно. Я думаю, режиссер
и постановщик этих сцен определенно любил фильм «Годзилла против Кинг-Конга». Трунь, 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 трунь. Да, бронзу дали. Похер вообще. Пойдет. И так сойдет. Также, наверное, 1100 накопим. Зайдем обратно в магазин. Докупить оставшиеся приемы. А потом просто... Можно оружие там купить, это нихер делать. Энергия, которую дал мне Локи, помогла мне обрести новую силу. Удерживайте R, дважды нажмите. Угу. Сопроводите Локи и выходите из воды. Я теперь змеей. Если мы пантерой бежим по земле, то змея плавает по воде. Ну а зачем ты это сделал, малыш? Просыпайся. А он не спит. Очнись. Довольно шуток. Очнись. Пендали тебе. Да ладно, дорогуша, нельзя же из-за детских шуток так злиться. А что сам-то? Считаешь умно притворяться мертвым, когда ты рядом с кем-то, кто может тебя взаправду убить? Мужчины любят рисковать, дорогуша. Рисковать всем ради ничего. Похоже на правду. Я знаю одного такого же мальчишку. Похоже, он свой чувак. Правда, немного извращенец. Я думал, это девочка. Это мальчик все-таки. Все-таки это мальчик. Пошли. Мы почти добрались до собора. Ну, давай куда-нибудь поплывем. Так, а вниз как? Ага, все, я понял. Подводные битвы. То есть, если ты дерешься не в воздухе, то ты дерешься под водой. То, в принципе, одно и то же. Вот эти штуки из матрицы по-любому. Прямиком просто. Все? Платина. Почему колечки ко мне не летят? Тихо. А сундучок мы возьмем. Дали бы что-нибудь поманевреннее, чем змея. Хотя она тоненькая.
Такое себе. Не очень удобно управлять, но пойдет. Не самая лучшая механика змеей плавать. Кстати, по-моему, у Байонета что-то с осанкой. И, по-моему, спину опять сломали. Че она какая-то выгнулась вся. Собор каскадов, подземное подземелье какое-то. Мне вниз. Сейчас мы сундук соберем. Так. Побольше здоровья. Стало. Насколько? Ну, на сантиметр. Привет, Dark Souls. Ну вот. Ну да, да ты волшебник. Демон. Я чувствую странную энергию, похожую на энергию Локи, пульсирующую в появившемся объекте. Похоже, это какое-то устройство, пытающееся его запустить. Ну и крутим его, да. Что-то из этого надо собрать. Или нет? А, мы остров вращаем. Либо восстанавливаем время. Все? Сейчас надо, естественно, будет с кем-то подраться. Потом наверх. Мумия, ты ли это? Ну, нет, это какой-то механоид. Что это? Двигатель агонии. Боль. Как скажете. Демон из Инферно. Не похож на тех, кто обычно за тобой гоняется. Твой дружок, дорогуша. Видимо, мы с моими дружками немного поссорились. Зачем демонам охотиться на меня? Что-то происходит. Баланс сил, поддерживающий порядок, будто пошатнулся, не заметила? Приятно, хоть кто-то из нас придерживается условий контракта. Вперед! Так, а у этой дорогуши у нас фаз будет больше, походу. Или нет? Да нет, слушай, походу одна только фаза. Может, она его потом призывать научится? Ну, подраться обязательно нам. Как же без этого? Кулачки с него летят. Ты добить-то не хочешь? А мне нечего ее добивать. Никакой магии не осталось. Да, я представляю, сколько с ним надо будет, ну, каждым мобом надо мудохаться. Каждым боссом, точнее, ну или мини-боссом. Только надо мудохаться на самом сложной. На самой высокой сложности. Ты просто будешь его бить, ну, до вечера. Не получилось, давай заново. Давай мы колесики его возьмем. Давай, форма змеи. Наверх. В чем дело? Ну, туда и плывем. Собор каскадов главный сдал. Мы на месте. Мост на небеса должен быть прямо над нами. Ты уверен?
Ага, не совсем. Не совсем говоришь, но ты прав, мы пришли, считай это женской интуицией. Женская интуиция? Что ты чувствуешь из комиксов? Ты все еще ничего обо мне не знаешь. Скажем так, у меня богатый опыт, по части на ум ничего не приходит. Что? Я 500 лет не знала, кто я такая, и вправду узнала совсем недавно. Ты тоже? Послушай, я ничего не помню, вообще ничего. Не знаю, почему я так уверен, что мне нужно на эту гору. Но я знаю, что должен, вот и все, понимаешь меня? Брось, малыш. Не давай девчонкам знать, что у тебя сердце. Ничего подобного. Если это все, что ты знаешь, то больше и не нужно. Просто верь в это. Как верила я. Байонетта. Я думаю, он помнит, как ее зовут. Иногда камера прям дергается. Вот она на пацане останавливается и все. Надо ее постоянно за шкирку подтягивать, короче. Где? Нам туда в шарик надо, да? И чё? Кажется? Я это помню. А? Это лифт такой. Ладно, я Луку видел. Лука чуть без башки не остался. Что-то шапка у него стрёмная. Блять, выкинь ее. Снова ты. О, привет, болтливый мальчуган. Я вижу, вы знакомы. Как ты сюда попал? Я великий Лука. Я прошел все эти нелепые испытания, чтобы не случайно появиться в подходящих местах. Ну вот, рискуешь всем просто так. Я же говорил, что знаю такого. Итак, что тебе нужно в этот раз? Да много чего. Например, я нашел отличный ресторан морепродуктов. Там готовят чудесные сардины в масле. Но что важнее, я изучаю старую наутанскую историю, известную как легенда об Этире. Легенда об Этире? И что это за сказка? Вообще-то она может быть связана с тобой, Байонетта. Да что ты говоришь? Легенда об Этире, существующая испокон веков. Никто не знает, как появился мир. Из-за борьбы троица реальности распалась на 3 мира. Света, тьмы и хаоса. Естественно, наш мир появился из хаоса. Ну, естественно. Почему не из света? Все 3 мира нуждались в правителях, особенно наш. Кто-то правил хаосом, называли... Того, кто правил хаосом, называли Этир. Первую вечность Этир провел, смотря на землю со своей священной горы. Мы лишь видим реальность и подстраиваем ее под наши правила. Этир видел сквозь реальность, и эти видения стали нашим миром. Эти наблюдения стали его силой. Именно очи Этира сотворили мир. Но Этир жалел людей из-за их наивности и отсутствия свободы воли. Поэтому он разделил свою силу на 2 равные части и доверил их инстинктам человечества. Правое око света и левое око тьмы. После разделения силы очей Этира люди обрели свободу воли. Они могли выбирать. Заполучив очи мира, те, что определяют судьбу, люди смогли сами выбирать свой путь, им открылись их личности. Человек — тростник, слабейший в природе, но мы стали мыслящим тростником. И сделали первый шаг навстречу великому процветанию. Мне этот сюжет недавно рассказывали в самом начале игры.
Те, кто наследовал очи Тира, обрели силу созидания. Очи. Точнее, глаза, она сказала. Верно, глаза мира, которыми обладает мудрец света и ведьма тьмы. Глаза мира. Как бы то ни было, влияние правого ока подвластно мудрецам. Навсегда покинула мир, когда умер последний из них. Угу, убили мы его. Имеют ли нынешние стихийные бедствия отношение к утрате правого ока? И что случится с нашей планетой? Вот такие истины я ищу. А истина всегда будет таковой. Если она здесь, значит и я тоже. И я считаю, что ключ к истине — это гора Финбульвинтер. Как ты вообще все это находишь? Я хорошо подготовился. А ты ожидала чего-то меньшего от восхитительного, великолепного, великодушного Луки? Пендаля под жопу ему. А шапку потерял. Ну постоянно он не убьют, шпиняет. Байонета, запрыгивай. Теперь на шарике будем драться. Как она использует вот этот вот круглую такую штуку? Мне кажется, или тут врагов не очень большое разнообразие. Это мини-босс. Вот крылатых я видел. Кентавров видел. А больше никого не видел. Ну и все. А, еще вот это вот. Только у него теперь жира гораздо меньше. Ой, я так и знал, что сейчас что-то прилетит. Если по того светится какой-то красный определенный круг, либо желтый, сейчас будут стрелять. Не могу разобрать, что там из земли-то вылезает. Змея какая-то. Мне сейчас опять всех одних и тех же врагов надо перебить, да? Черт, мы не долетим. Да, белкой он точно долетит еще больше. Ну, конечно, если его как мячик бейсбольный швырнуть, может быть и долетит. Он же не белка-летяга, в конце-то концов. Убегаем назад. Пацана здоровья-то поменьше, кстати. А что на L я могу ему сделать? Я понял. Просто то, что я успешно бегу, я могу удары наносить. Ну и тем самым отрываться от него. Хотя как тут можно неуспешно бежать?
Супергеройское приземление. Платина. Ура. I can just do something about that. Come on. Восстанавливаем. Пацан по-любому временем управляет. Что это за батискаф вообще такой? Ну. И тут вылезает байонет, так как же без нее? И опять все куда-то летят, все кого-то друг друга бьют там. Ну ладно. Два одинаковых босса опять. Хотя бы ничего, вот жира у них много. Ну, в принципе, пока ты бьешь, ты накапливаешь силу удара, там, магия. И вот эти вот дела свои ведьминские. Так, ну по четвертушечке я у них соскоблил. Давай вот так вот. Чуть-чуть. О, тут двоим даже одновременно достается. Неплохо. И урон быстро набирается. Ну, в смысле, магическая эта шкала. Все, давайте там кульминации свои доставайте. Вот. Давай, фаталити. Трунь. Золото тоже хорошо. И чё? Боссов прям сыпят пачками, но сыпят одинаковых. По-моему, разнообразие какое-то было в первой части. Что боссов, что мобов. Хотя, если тут, допустим, ну, большое количество глав, то они просто экономят. Не все сразу тебе выдают. Все равно бронза. Ну ладно. Это, наверное, туда еще и входят и секреты, короче говоря, и все остальное. Типа секретки собрал, там еще что-то, сундуки пооткрывал, вот тебе и вот будет в общем зачет. Так, давай, да, побежали, а то походу нам долго так самодержится, я не позволю тебе достигнуть Пимбуль Винтера. Блять, вот я сделал 2 шага, опять босс, да? Это отвага. Да, вы видели его уже. Спасибо. Малыш. Дай-ка угадаю, мы с ним в воздухе будем биться с этим отвагой. Новый прихвости, не? Надеюсь, он протянет подольше предыдущих. Серьезно, мы дрались это буквально с боссами, только-только. Опять босс. 2 шага сделаешь, и опять дерись. Ну, конечно. Та-та-та-та-та. Что там, куда? С какой стороны-то тебя ловить, мистер?
Ну, так или иначе он ко мне подойдет. За парирование такое маленькое окно дали. Я ему почти ничего не ударил даже. Чё, где он? В какой стороне-то? Я же что, в полете, получается, крутиться умею? Ну, должен. Надо стараться не проигрывать эти, как его, все парирования. Но иногда тут просто каша происходит. Непонятно, что от тебя хотят. Так, я теперь в змею, да, должен превратиться? А, ну да. Мы же с ним не в воздухе будем драться. А теперь для разнообразия с ним под водой подраться. Под водой просто движение замедленное. Возможно, кстати, это экономия ресурсов тоже. Таким образом. Один глаз я ему подбил уже. Надо же, прям все почти эти парирования выиграл. Не вижу, где он вообще. У меня за ним камера не успевает. Да ладно, мужик, не переживай. Сейчас мы тебя завалим. Ведьмин час. Кульминация. Я, видимо, не получилось, да? Ну, теперь точно получилось. Анимешная музыка заиграла, началось. Держите пенсне, кисло, сейчас начнется. Не думаю, что у тебя будет еще такая встреча. Моя гибель не изменит судьбу. Как они под водой разговаривают? Точнее, как они слышат, что они говорят. Имей это в виду, ведьма. Они, видимо, как рыбы общаются. А может быть, вербально. Неважно. Это же байонет. А время все равно бронза. Я не знаю, как еще быстрее это пройти. Что-то боссы, хлоп, уже глава кончилась. Не, тогда я буду вообще не удивлен, если глав будет 20. Давай в магазин. Заскочим. Все равно он ничего интересного не скажет. Это же не сюжетный дядька-то. Так, давай. Приемы. Берем. 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 Все. Еще 3 приема осталось. Предметы. Да. Ты можешь только на уровень покупать определенное количество предметов. А вот это что за сокровище? Что такое? Ладно, не суть. Попытаемся за всю игру все приемы просто выкупить, потом уже, не знаю, оружие возьму и все. Давай, 7 глава. Кстати, уже 7 глава.
Очередная неудача. Эти пешки больше не послужат моим целям. Чтобы по-настоящему заполучить эту силу, я должен забрать ее своими руками. Тут в субтитрах есть опечатки, поэтому кое-что можно прочитать неверно. Ну ладно, хоть какие-то субтитры. Это, скорее всего, любительский перевод. Кто это был, черт подери? Почему они все куда-то падают, летят в роликах? Почему я только что нахлебался воды? Где мы? Ну, дальше от горы, чем мы были, это точно. Мне кажется, что я уже видел это место. Шли на гору. Наконец-то ты передо мной, и бежать некуда. Это не твой мир, и тебе тут не место. То, что было единым, должно снова стать таковым. Ты должен обратиться в ничто. Малыш, ты в порядке? Да, в полном, дорогуша. Теперь я уверен в том, что был здесь. Если ты все еще хочешь попасть в ад, то я знаю короткий путь. А? Я вспоминаю, что я на самом деле... Время почти вышло. Байонетта, пора уже начинать творить чудеса. Да. Кабина это, видимо, не для Байонетты вообще. Она всегда на крыше стоит. Очередной босс-поглотитель всего коварства. Коварство? Ну, насчет короткого пути ты был прав. Похоже, нас тут уже ждут. В глаз ему надо стрелять. Желательно замедление времени. Походу, игра просто на боссах построена. Уровней тут практически нет. Есть только файты. Мне не обязательно, да, на земле стоять. Я вот пытаюсь приземлиться, вообще не получается. Ну ладно, зато стабильненько жизнь сношу. Наказать. В глаз ему сейчас пальцем ткну. Ну, примерно. Всё, я даже не знаю, где мой корабль уже. Уже это не важно. Я просто в полете и стреляю. О, корабль. Эо. Давай, темное наказание. Темную ему. Мультики сделаем этому глазу. Это не это атака, да, была? Типа, если что, чтобы я не этот должен был влепиться в ракету. Так, а вот давай так попробуем. А то что я стреляю.
Можно же и ближе к нему подойти, правильно? Давай, и кульминация угла саму натыкаем. Фазы, скорее всего, 3 будет. Бля, надеюсь, к концу игры не будет рефайтов. Это будет вообще тогда печально. Каждому вот так вот. Не проблема с ними драться. Проблема в том, то, что они... У них очень много жира. Ты, блин, у каждого босса очень много времени тратишь. Уклонение. Угу. Теперь глаз отдельно, да? Если это глаз вообще. Ну, вроде. Кульминируем. Ну и все, но он почти мертвый. Да, и добивание. С кульминацией на лицо. Бум. Вырвали у ската глазик, значит. Дальше пойдем. Упс. Прям не дают геймпад положить. Постоянно какие-то добивания. Все, дальше поплыли. Того же или еще больше скат? Что-то вряд ли, мне кажется, мы в аду. Малыш, где ты? Это желудка вот этого ката. Снова босс. Вот, да, это вот 100%. Это еще один босс. Как зовут-то тебя хоть? Хранителю вражды, ненависть. Ага. И тут несколько. Ну вот, а я жаловался на однообразие мобов. Их тут будет достаточно. Давай посмотрим, как там пытка-то проходит. Ой. Что-то с него выпало, ну ладно. Мелкого, что ли, правда, сначала завалить? Угу. То есть у них, когда оружие красным светится, то оно атакует. Я понял. Тогда и парируем. Мелкий, ты-то отвали, а. Бля, тут и добивание было, и кульминация, и все сразу. Не знаю, что из этого сработало. Но он в окурках, давай добьет тоже. Все. Чё, кого? Она теперь с понтом, она не шлет воздушные поцелуи. Она теперь стреляет сердцами. Я какие-то пушки вывел. Откуда я пришел? Вот оттуда, наверное, да? Надеюсь, не туда.
Ну давайте подеремся. Опять бронзу дадут. За припущенный файт. Прикольные, кстати, пушки. А чё ты не стреляешь? А, видимо, она вообще оружием своим не может пользоваться, пока... Пока она не потратит подобранное. Малыш. Это магия. Не знаю, я наверняка, то сказала бы, что ты самый упертый преследователь, что я встречал. Че, уже вторая драка с ним, что ли? Что-то рано как-то. Я ожидал ее через пару глав только. Пацан плавает, там все нормально. А мне уже казалось, что я в твоем вкусе. Видимо, я ошибалась. Отступить, ведьма тьмы. Это не твой бой. Вообще-то мой. Да. Вторая драка. Ну, будет и третья. Как и с Жанной мы дрались. Как я ему напихиваю просто, как Иисус вообще. Ай, застанил меня он чуть-чуть. Ну, что это? Тра-та-та-та-та. Оп, шарик лопнул. Сейчас пацан выскочит. Пендаля ему под жопу. Ну, драка прям эпичная. Прям красочно сделанная, вся проработанная, там туда-сюда. Не скучно. Визуально приятно смотрится. Чем-то похоже вот именно на пятый Devil May Cry. Так, ну чё, нам полторы фазы ему осталось снести. Если он не убежит никуда. И мы сейчас будем на их фоне, да, драться. Пока наши эти маунты бьются. Нет, слушай, наших маунтов я пока не вижу вот вообще. Не знаю, где они. А его вижу. Каблуком его придавил. Он теперь официально подкаблучник. Где он вообще? Бля, парирование не сыграло.
Норм. Да, все-таки причем с каждого босса у тебя могут как-то, видимо, рандомно выпасть хилы. Контратака-то прошла? Видимо, не очень. Где он? Он в волка превращается. Глядишь, может, к третьей части подружимся. Тоже будем волком бегать. Хотя уже есть пантера. Оп, ушел, нормально. Давай, и добивание. А, он корабль призвал, да, такой? С боеголовками. Ой, простите. Угу. И мой кракен эти боеголовки, короче, отогнал отсюда. Я понял. Ой. Вот прям вообще не дает геймпад положить. А тут понажимает, здесь понажимает. Трунь. Помадка. Это важно. Помадка у нее бронебойная. Она боссов убивает с ваншота. Малыш. А его по инерции, что ли, сносит, да? Опять ему маску сломали. Что ж такое-то? Правое око. Ну, это какой-то еще очередной жрец света. Допустим, брат главного босса первой части. Почему бы нет? Все. Она. Серебро. Да, пойдет. Карт надавали. Древняя цивилизация. Давай, наверное, сейчас перерыв сделаем и потом продолжим. Сейчас подойду.
Поехали. Что там, 8 глава, да? Упс, где там это? Это? Добро пожаловать в ад, дорогуша. Кажется, поздно. Это ворота. Это ад? Что бы ты ни сделала твоя подруга, чтобы попасть туда? Скажем так, ей сейчас не очень весело. Да, ты прав, малыш. Но она была жива, если бы не отдала жизнь, спасая мою. Ну, судя по всему, она все же неплохая подруга. Фимбульвинтер пока подождет. Я открою врата. Ну что ж, спасибо. Не бросать же тебя у закрытых ворот после твоей печальной истории. Да и кто спасет тебя, если наш преследователь снова объявится? Ладно, вперед. Какой наглый мальчуган. Руины потерянных воспоминаний. Мог бы целый мост построить, раз уж так. У него, наверное, маны не хватило. Босс. Прикольно. Босс, пальцы какие-то, да? Что там? Мешатель стихий, алчность. Ну, что там какой-то не очень. Хотя, о чем это? Да, вкусил меня зубом своим. Я живым не дамся. Давай, пыточная атака. Она превратилась в какой-то бур. А где колечки мои? Почему сейчас мне дают камни? Я требую камни. Пацан, ну давай, настраивай там делов своих. О, что ты взял? Мне кажется, или вторая часть попроще. Еще проще, чем первая. Как у босса жирнее. Этих мы уже видели. Так, давай, пыточная атака. Что там опять? Как-то не очень пыточные атаки. В первой части их было побольше. Покрасившись, а он умер. Что там? Я какую-то палку взял. Или это ружье? Арена, сейчас будет еще один босс. Да ладно, нет, что ли? От объекта не исходит энергии. Не похоже, что сейчас он работает. Ой, да не сокрушайся, сейчас запустим. Я вспомнил.
Сейчас он что-нибудь там наделает. Нет, все равно это босс. Я же говорю, раз уж мы пришли на арену, будем драться. Голем. А как? Пушку, наверное, придется потратить. Как-то она очень долго стреляет. Бля, комбо мне сбил. Во что он превращается? Рука манипулятор? Какая-то дичь. Ну хотя о чем это я? Это же байонет-то. Бля, ну у него по щам он мне навешал знатно, кстати. Я к нему подобраться все не могу. Давай хоть так его добьем. Давай в шарик прям. О. Посередине он меня таскает просто. Что, добивание-то будет? Давай там. Он уже дохлый почти. Да ёпа мать. Да, непростой вот этот вот. Он прям швыряет по всей этой, по всей локации. Чё, куда мне? Туда, наверное, да? Вот эти еще птички. Не знаю, как их. Что с ними делать? Где пацан? Пацан. Он куда-то убежал. Так, от объекта не исходит энергии, это не работает. Ну так а куда мне? Оттуда мы пришли. Ну давай попробуем вот сюда вернуться. Вон он там стоит. Сюда байонет-то. Иди сюда, паршивец. Куда ты удрал? Ему нужно чем-то открыть. Попробуем этот фрагмент. О, снова нам миксует врагов. Все, кончились. И это босс. Третья сфера начала, верность. Угу. Борзый какой. Сейчас сделаем. А пацан его тоже что ли бьет?
Пыточная атака у него снесла вообще пол здоровья. Ключик какой-нибудь дадут? Нет, только пластинку. Ну, дверь, наверное, с ноги просто вышибет и все. Ага. Давай-ка мы его меч возьмем. Побаловаться. Он за сундучком еще сбегает. Бля, наверное, ингредиентов я тут вагон уже насобирал. Ну, будет еще делать. Слушай, а мне не сюда. Может, обратно к пацану? Да, он там стоит. Все, я думаю, собирать-то тут нечего. И обратно. Там еще книжка была, ну ладно. Мы сейчас из этих кусочков камней сделаем этот ромб. Да, чтобы это все дело заработало. Странно, ну ладно. Та-та-тан, та-тан. Дай-ка угадаю, мне сейчас надо будет лететь, да? Прыжок. Летим, собираем что-то. Да, я понял. Лунная жемчужина. Та-дам. Бля, у меня реально что-то с позвоночником. А, ну снова нужно на шест залезть и покрутиться. И тем самым мы возвращаем время вспять, как бы поворачиваем. И выстраиваем какой-то проход себе. Бля, тут, наверное... А, нет, я дотянулся. Не знаю, за сундучком сбегать, не? А, ладно, давай сходим. Чупик дали. И, оп, долетел. О, ну, я застрял в текстурах. Блять. Точнее, не в текстурах, я не дотянулся чуть-чуть. Теперь нам врагов других миксуют. Неплохая пушка. Сейчас мы эту штуку пальцами убьем. Два мелких останется. Давай посмотрим хоть пыточную атаку. Ничего ей не показали. Он умер раньше, чем я разогнался. Нет, пыточных атак тут гораздо меньше в этой части. Чистая платина. Отдали 1000, все. Это мы типа в другое измерение, да, обратно? Ну пошли. Причем, наверное, надо стараться время как-то заморозить на одном
чтобы пробить второго. Или нет? Контратака. Нормально так ему прилетело. И снова время заморозил. Пыточная. Блять. Нет, не пыточная. Этому больше достается. Ну, со щитами они, наверное, самые нудные тут. Ку-ку. То колечки, то камни собираем. Почему? Так, пацан, что надо? Дай-ка угадаем, и змеи еще тут поплаваем. Да, впрочем. Ну, парирование прям шикарно отыгрывает. Хотите камеру на место вернуть? Я же не вижу ничего. По-моему, враги еще остались. А, вот. Того-то я не добил. Теперь назад. Так, оп, вот так наверх. Чуть выше. Все. Try to keep up. Шли, говорит. Сейчас придем. В принципе, можно после этой главы залезть в магазин. Не обязательно. Снова босс. А, нет, это бежать, наверное, надо, да? Да, надо было бежать. Кому-то она у нее не бежала. Но, кстати, это... Копирование с первой части. Я там по какому-то этому щупальцу бежал. И чё? Где там нужно было Да, блядь. Где там нужно было приземляться ты? Блядь, я опять не успел. Чё, в чем дело? Да. Давай по меньшему диаметру бежать. Вот дальше куда? Ага. То есть нужно было просто оставаться на этом куске. Опять отмудила. Только у нее теперь 3 фазы. А нет, одна. Он теперь красного цвета. Он мне чем-то этого Оптимуса Прайма напоминает. Опти, ты или это?
Слушай, а тут еще пацана шкала здоровья. То есть его тоже могут убить, да? И все тогда заново переигрывать. Отстой какой. Нормально, ща он отъедет. Пусть. Ну, почти все. И голышом я его добиваю. Крем. Блин, если это ад у них так нарисован, то, блин, я не знаю. Я себе по-другому этот ад представлял. Ну, тут разработчику видней. Снова, да, летим по сферам. Точнее, Бля, быстрее уже. Дело пошло. Восьмая глава завершена. Да, давай сейчас наглянем в магазин, пройдем еще главу. Будем на сегодня закругляться. Врата ада, 9. Да, скорее всего, мы будем сначала в аду вошкаться, а потом мы будем вошкаться, ну, типа в раю. Давай, оп. Форма летучей мыши. Я понял, как пользоваться. Темное копье. Как раз. Все эти я купил, все приемы. Подожди. Оружие какое-то есть. Нет. Все, можно на приемы больше не тратиться. И следующий заход в магазин можно уже будет потратить. Не знаю, допустим, те же самые какие-то мечи купить. Но я не думаю, что они эффективные прям. Все равно тут дефолтное оружие куда лучше. Что там, руины потерянных каких-то камней? Пацан, ну что ты делаешь? Что мы восстанавливаем? Ну, опять город, короче. Ладно. Кстати, с этих так немного падает ромбов. Что за босс? Бля, вот я за 3 часа 20 минут, наверное, каждые 5 минут, каждые 2 минуты, наверное, с боссом бьюсь. Тут боссов просто, я не знаю. Наверное, Elden Ring бы позавидовал. Ля какой. Что происходит? Я вообще не понимаю. Что там какой-то слабенький. Пока, наверное, слабую форму мне его дали. Ну, мы еще раз опять будем с ним встречаться, так что уже будет типичный моб. Просто со шкалой здоровья. Золото? Золото. Я, наверное, после каждой битвы столько ништяков оставляю на арене. Да и тут тоже по углам порыться. По-любому что-то вкусное будет. Но мы тут не за этим.
чисто знакомиться с сюжетом, побаловаться с боевками, да и все. Иногда так быстро переключается, то ли наказание, то ли добивание. Хрен его знает, на что реагировать. Жму все подряд, короче. А там что получится? Ой, еще бот, ну точно. Он же мало одного босса на квадратный метр. И, кстати, ни один из них, я заметил, что не глушится, по-моему. Замедлять я их могу. Не всегда. Вот. Но ни один прям в стан не впадает. Хотя нет, вот этот вроде прилег. Это, наверное, один из немногих. Я порой даже на земле просто, я не знаю, минут на 5 зависаю. Просто не приземляя их бьешь. Вот, просто я взлетел двойным прыжком. Ну, он сейчас меня он ударом приземлил. Вот типа раз, два, три, 4, 5. 5 секунд в воздухе просто. А то и больше. Наверное, на этом тоже будет одно из испытаний завязано. Ну, которое здесь дается просто. Одно из испытаний будет, типа, повиснуть в воздухе на 10 секунд, знаешь. Ну, как у нас вот в четвертом DMC, ну, в четвертом Devil May Cry у нас Неро рукой притягивался от объекта к объектам другим. То же самое, наверное. Трунь. И снова драка. Ну, в принципе, лучше пусть драка будет, чем платформинг. Потому что, как правило, боевка слэшеров это слэшер, потому что, как правило, все слэшеры сделаны как раз не под платформинг, а вот именно под боевку. Но все равно разработчики очень часто пихают в слэшеры прыжки разные, вот это вот. И это так неудобно и коряво. Ну, лошарик. Иди сюда, шарик. Теперь шарик у нас птичка. Какая милота. Птичка буровая установка. Что-то у нас 11 тысяч уже набрал. Кстати, птичка тоже глушится. Какой удобный шарик, да? Он во все просто прямо превращает. Это типа бизон какой-то. Или тигр. Бля. Ну, вот этот вот, по-моему, меня поменьше уже по арене таскает. Как бы по щам-то прилетает, безусловно. Но не так, чтобы прям очень. А ёп. Да, ты ему вкепываешь парирование, пока идешь там. Так можно настрелять, потом сверху еще. Вот и шарик. Бля, вот рука манипулятора на самая опасная, по-моему.
Давай побыстрее от нее избавимся. Она больно бьет. Это, вот ее в атаке я так и не понял. Случайно парирование как-то получается. Чё ты там еще не сдох? А почему? Вот, кульминация. Финишем на лицо. Чем она танцует? Руки. Так, ну такое добивание было в первой части. Волейбол, да-да-да. Правда, заканчивалось по-другому немножко. Все, мы открыли портал в ад. Знаешь, думаю, ты единственная на планете, кто подразумевает «отведи меня туда». Насчет ада. Пожалуй, ты прав. Думаю, мое дело сделано. Мне пора уходить, дорогуша. Дела и все такое. Знаешь, мир мрачен и полон ужасов. Делать нечего. О чем ты, дорогуша? Радуйся, что я так долго тебе помогал. Теперь мне нужно на Фимбульвинтер. Нет, ты останешься здесь. Я не могу сосредоточиться на своих делах, если буду и дальше тебе помогать. Ну же, малыш, я отведу тебя на Фимбульвинтер, как закончу со своими делами. Да, славный план, дорогуша. Одному ходить нельзя, так что давай спустимся в недра ада вместе. Спасай свою подругу, а я сваливаю. Я сказала нет. Да не уйдет он никуда. Снова ты? Послушай, приятель, во-первых, маска говенная, ясно? Во-вторых, прочь с дороги. Тебя нужно наказать за твои грехи, Локи. Что? О, батя приехал. И отец. Делаешь вид, что забыл меня? Но даже если ты лишился своей памяти, воспоминания времени существуют вечно. Не так ли, мудрец света? Опять драка третья уже с этим чуваком. Скорее всего, мы опять будем с ним биться. Погоди, все это время ты меня пытался убить? Ведьма тьмы. Я буду твоим противником. Ты вернешь то, что мое по праву. То, что я не должен был терять. Око. Око. Дитя ты или нет, пощады не жди. Самодержец. Грехи, что ты позабыл, вечны. А теперь вспомни их, смотря мне в лицо. Кто такой? Прости, приятель, ничего на ум не приходит. Но раз теперь я знаю, что ты можешь говорить, может вечно... Может, припомнишь мне чего? А лица не показали. Я думаю, не просто так. Мы теперь за пацана играем, что ли? Или сейчас каждый дерется со всеми? Пророк. Что-то мы как-то быстро с пророком драться начали. Я думал, то, что... Ну, это, наверное, его проекция. Как бы это... Драка с ним, значит, еще будет, когда он будет в адекватной, скажем так, форме. Ну ничего, сейчас сделаем. Что-то мне прям не достать до нее. Постоянно отходит. Или это кажется визуально просто. Ну хоть парирование срабатывает. Вот его атаки читаются хорошо.
Тоже у него 3 фазы. А в воздухе, интересно, она может крутиться на голове и стрелять с пистолета? Со всех? Видимо, нет. Он на меня решил Пизанскую башню сбросить. А, у нас мега руки. Не, у нас ведьма. Все, последняя фаза. Возможно, надо будет еще с мужиком подраться, который с палкой за пацана. Эта битва хоть и эпичная, но явно не последняя в этой главе. Давай, мэн, ну ближе ко мне, что-то. Ну и все. Добили. Пацана там прессуют вообще, как следует. Эй, постой. Ведьма тьмы, неужели это предел твоих сил? Неужели ты не знаешь свой истинный потенциал? Ты не левое око, но ты все же можешь отдать его как леди. Леди не станет отдавать что-либо мужчине, гоняющимся за мальчишками. Как пожелаешь. Если не хочешь слушать, то увидишь. Увидишь силу вне времени. Опять это. Опять кадры с первой части. Что это все значит? Ты говорил, что так мы остановим восстание ведьм. Троица реальности принадлежит только Джубелиус, Созидательнице. Чтобы мир переродился, очи мира, очи наблюдателя, очи Бога не должны оставаться в руках людей. Хватит пустой болтовни. Балдар. Эта война не твоих рук дело. Да, не моих. Меня обманули. Меня обманул свет. Роза, мне так жаль. Прошу, прошу, не шевелись. Я спасу тебя. Обманывать людей дело несложное. Они живут в хаосе, жаждут его. Теперь вам пора познать смерть. Ведьм и мудрецов, правящих этим миром, нужно уничтожить. Джубелиус опять распоясался. Очи должны вернуться на свое законное место. Было дело. Очи останутся в... Балдар! Роза. Что ты наделал? Роза. Роза. Не покидай меня. Я не видела тебя целых 20 лет.
Ну, все это для меня его, я берегла твой подарок. present you gave me. Simple Символ нашей любви. Помадка. Помадка Байонет. face will be the Последним, что я увижу, будет твое лицо. thank you. Спасибо. Роза, Роза, пожалуйста. Не говори так. Я спасу тебя, еще не поздно. Бальдер. Позаботься о Серезе. Присматривай за ней. See to it. Проследи, чтобы с ней ничего не случилось. Когда придет время, наше дорогое милое дитя станет той самой. Той, кто пробудится и унаследует очи мира. Роза. Все, она умерла. Мужик с палкой, это получается батька приемный. Роза! А это какой-то шалопай. Угу. И вот тут, видимо, начинаю драться, как в первой части. Мамочка. Ой, ну прям флешбэками закидали. Видение истины. Воспоминания времени. Ложь. Левое око у тебя, не так ли? Ты наблюдатель, узри истину. Смотри левым оком тьмы. Промахнулся. Ну, ворота открыл. Сейчас всех как затянет. Как окажемся все в аду чуть-чуть. Ну ничего, все выберутся. Надоедливые ничтожества. Малыш. Черт. Остается только прыгать, Байонета, давай. Всех затянул. Это было неожиданно. Но неважно, возвращение очей лишь вопрос времени. Бум-бум-бум. Все, на этом глава закончена. Врата ада была. Ну, серебро, да. Меня не удивлял. Опять куча карточек каких-то. Так, ну, глава 10 глубины мы уже сейчас не успеваем. Продолжим на следующем стриме. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем удачи и пока.